The Winchester pow pow, the rifle magnate. Стивен Кинг написал сценарий «Красной розы» по мотивам знаменитой реальной истории Сары Винчестер и «Дома с привидениями». Сара Винчестер – именитая вдова, которая унаследовала состояние семьи Винчестеров и построила огромное поместье, призванного защищать женщину от призраков. Сара Локвуд Парди в 1862 году вышла замуж за Уильяма Винчестера, сына того самого Оливера Винчестера, изобретателя знаменитого ружья, названного в его честь. Винчестер организовал фирму по производству винтовок и вскоре стал обладателем огромного состояния благодаря правительственному контракту на поставку оружия. Оружие снискало славу в период гражданской войны в Америке. Спустя 4 года после свадьбы у Сары и Уильяма родилась дочь Энни. К несчастью, малышка тяжело заболела и спустя 2 недели умерла. Больше у супругов не было детей. Отец Уильяма, Оливер, умер в 1880 году, оставив компанию в руках единственного сына. Затем, всего спустя год, сам Уильям внезапно заболел и умер от туберкулеза, оставив все свое состояние Саре. Внезапно Сара Винчестер стала обладательницей наследства в $20 миллионов, а также 50% акций оружейной компании Винчестер. Но оставшись одна, без детей и мужа, Сара растерялась. В поиске решения, что ей делать с этими деньгами, Сара Винчестер обратилась за помощью к медиуму из Бостона. В то время популярны были спиритические сеансы, и Сара решила спросить у духов совета. И вот во время сеанса медиум сказал: «Ваш муж здесь», и описал ей внешность ее Уильяма очень точно. Сара поверила ему безоговорочно, и медиум ей рассказал, что дух супруга поведал ему, что на их семье лежит проклятие. Проклятие – это результат того, что Оливер Винчестер был производителем смертоносного оружия, умертвившего тысячи людей, души которых жаждут отмщения. Затем дух супруга велел Саре распродать всю недвижимость и поехать на запад. Там ей нужно будет построить дом, где будет жить она и дух ее мужа Уильяма. По другим источникам, дом должен был служить приютом для призраков убитых. Вскоре после своего визита к медиуму Сара Винчестер собрала вещи и уехала в штат Калифорния, где купила небольшой дом, состоявший из 6 комнат, расположенным на участке площадью 166 акров. Вместо того, чтобы нанять архитектора, она наняла бригаду плотников и приказала им построить дом прямо на ферме таким образом, как она сочтет нужным. Причем никакого плана по сооружению дома, как такового, у нее не было и в помине. Все работы велись совершенно хаотичным образом. Дух также предупредил ее, что постройка дома должна быть постоянной и непрерывной, потому что как только в доме затихнут стуки молотков, звуки стройки, Сара умрет. В попытке запутать призрака Сара Винчестер добавила несколько необычных штрихов: лестницы, которые резко обрывались, окна, которые открывались во внутренние комнаты, дверные проемы, которые возвышались на несколько этажей, и коридоры, которые, казалось, никуда не вели, а по кругу возвращали на исходное место. Работы не прекращались ни днем, ни ночью. По слухам, дом был устроен так, чтобы духи, преследовавшие Сару, запутались при попытках найти вдову. В итоге особняк Сары Винчестер достиг гигантских размеров. В нем насчитывалось 160 комнат, 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц, а также 2000 дверей, 10 тысяч окон и целых 47 каминов. Строительство дома продолжалось 38 лет подряд, вплоть до самой кончины Сары Винчестер, которая умерла во сне в возрасте 82 лет. Дом Винчестеров считается страшным местом, в том смысле, что духи до сих пор бродят по этому особняку.